Привет, друзья! С вами Михаил Снетко, и тема этой видео – CRM-технологии. Всем известен модный термин как воронка продаж. Но есть иной взгляд на метод контроля продаж по отношению к той воронке, которая используется в таком программном продукте, как CRM-системы. В чем этот подход заключается? Основная задача – это превратить воронку продаж в трубу продаж. Альтернативная воронка используется для контроля отклонений менеджера от задуманного сценария работы. Если перевести на птичий язык, то задача заключается в том, чтобы труба продаж не превратилась в воронку. Для чего вообще нужна воронка? Разрезы воронки можно использовать для анализа потенциальных дыр, то есть отслеживать, на каких этапах продвижения лида к оплате процесс стопорится и клиент сливается. Какие вторичные выгоды несет в себе CRM? Она нужна для планирования, прогнозирования и формирования отчетности. Также CRM – это то, что позволяет сделать из неорганизованных людей команду профессионалов. Касаемо планирования, существует избитая поговорка «План – ничто, а планирование – все». Что такое план? План – это некая ментальная модель будущего, это настрой на определенную частоту. Но как происходит планирование в большинстве типичных компаний? Берется прошлый год и прибавляется 15-20%. Хотя намного лучше планировать и ошибиться, чем не планировать. Из чего состоит прогноз продаж? Это таблица, которая разбита на 4 столбика. Что это за столбики? Клиент, отчетный период, сумма сделки и вероятность в продажу. Что такое прогноз продаж? Это своего рода алиби для продавца. Почему алиби? Потому что продавец всегда мечтает свои результаты нормировать задним числом. То есть сказать в марте, что в феврале я сделал максимальное из возможного. Во многих компаниях процесс продаж представляет из себя черный ящик, когда сверху падает заявка, а снизу вытаскиваются деньги. В чем заключается проблема? Дело в том, что такой процесс не только невозможно контролировать, но и крайне сложно оптимизировать. Как следствие, работа менеджеров тоже является неконтролируемой. Мы не знаем, сколько писем они отправили, сколько совершили звонков, сколько провели встреч. Что необходимо для того, чтобы этот порочный круг разорвать? Необходимо создать централизованную систему по сбору, анализу и хранению информации. Но как потребности клиентов можно отследить? Это можно сделать как по профилю потребления клиентов, так и по тому, что мы нашему клиенту предложили и как он наше предложение отрефлексировал. Что мы можем сделать на основе профиля клиента? Мы можем предсказать, что этому конкретному клиенту может быть симпатично из того, что мы ему еще пока не предложили. Хорошие офферы – это когда клиент увидел наше предложение и подумал: огонь, это именно то, что я искал. Как управлять впечатлениями клиента? Самый простой способ – это у человека спросить, насколько он доволен тем, за что заплатил, и будет ли он рекомендовать нашу компанию своим друзьям. Но более трудоемкая задача – это реанимация клиентов. Как клиента можно оживить? Дело в том, что реанимация клиентов, которые от нас ушли, это самое трудное. Почему? Потому что это люди, которые в нас разочаровались. Что необходимо сделать, чтобы их переубедить? Важно понять, почему они разочаровались. Поискать для клиента вторичные выгоды, насытить наше предложение дополнительными ценностями. Но чтобы все это провернуть, проще застрелиться. Если проговорить более глубинные причины, то важно разобраться не только, почему клиент ушел, но и в каждом конкретном случае подходить к определению причин таргетированно. Что это значит? Выяснить, что человека конкретно не устроило. После того, как причины были выявлены, какая следующая цель? Задача – проработать с человеком каждый аспект индивидуально. Также важно разобраться в таком термине, как дизайн впечатлений. Что такое дизайн впечатлений? Это дизайн клиентского опыта. Это когда мы задумываемся не только о том, как сконфигурировать наш продукт, но и о том, как выстроить весь цикл взаимодействия нашего бизнеса с клиентом. По сути, это дизайн путей коммуницирования с клиентом. Определение, в каких точках клиент с нашим бизнесом взаимодействует и что необходимо сделать, чтобы человек получал положительные эмоции в каждой точке касания. Что мы можем сделать при помощи дизайна впечатлений? Мы можем оцифровать такую кардиограмму клиентского опыта. Для чего эта кардиограмма нужна? Чтобы выстроить коммуникацию с клиентом таким образом, чтобы человек получал позитивные эмоции на всех этапах взаимодействия. Как обычного клиента перевести в лояльного? В первую очередь важно определить, кто для нас является лояльный клиент и что этот лояльный клиент может для нас сделать. В чем заключается проблема? Дело в том, что работа с разными категориями клиентов строится абсолютно на разных принципах. Поэтому нельзя создать такую унифицированную схему и оптом всех клиентов разом превратить в лояльных. Что происходит, когда клиент приходит к нам в компанию впервые? Он получает от взаимодействия с нами эмоции.
Он о нашей компании составляет мнение. Если наша работа была выстроена на установление отношений с человеком еще до того, как он откроет дверь, человек это почувствует. Например, чтобы решить свою проблему, человек ищет решение на нашем сайте. В чем заключается задача? Задача сделать все возможное, чтобы упростить человеку жизнь и выстроить правильные взаимоотношения с нашей компанией еще до знакомства вживую. Что такое впечатление? Это валюта лояльности. Становясь на место клиента, наша задача как бы влезть в его шкуру. Таким образом, у нас появляется возможность понять, что происходит с нашей клиентской базой. Ключевая задача функционирования любого бизнеса – это не только привлекать новых клиентов, но и бережно относиться к постоянным. Если этого не делать, бизнес становится похож на дырявое ведро, когда вне зависимости от напора воды, рано или поздно ведро станет пустым. В чем заключается проблема? Дело в том, что количество дыр напрямую зависит от количества проблем, которые существуют в бизнесе. Откуда возникают проблемы? Как говорил профессор Преображенский, разруха начинается в головах. Поэтому правильное внедрение CRM-системы зависит от того, что находится в головах у тех людей, которые ее намерены внедрить. CRM-системы не умеют думать и принимать решения за руководителей. Но абсолютно точно они помогают в процессе работы с клиентами. Как правило, в процессе взаимодействия с клиентами участвует несколько отделов. Отдел продаж, отдел маркетинга и сервисный отдел. Поэтому эффективная работа возможна только в случае скоординированных действий. Если CRM-система – это координатор работы с клиентами, то инструменты CRM-маркетинга – это разведчик, который интерес наших потенциальных клиентов подогревает, анализирует их и направляет в отдел продаж. Что необходимо, чтобы каждый из этих элементов работал в полную силу. Задача в CRM-системе – отслеживать ряд показателей. Что это за показатели? В первую очередь отслеживание каналов, из которых был получен лид. Также собирать данные по сделкам в разрезе каналов привлечений. Зачем это надо? Если мы правильно интегрируем CRM-систему с сайтом, рекламными источниками и веб-аналитикой, это нам позволит выстроить сквозную аналитику, рассчитывать ROI и распределять рекламный бюджет в зависимости от тех каналов, которые дают максимальный выхлоп. Следующее, что важно отслеживать, это причины ухода клиентов. Если клиент уходит в процессе продажи, это тревожный сигнал. Что в этом случае необходимо сделать? Важно выработать набор маячков, которые будут нам сигнализировать о предстоящем разрыве контакта. Также крайне важно отношения с клиентами персонифицировать. И CRM такую возможность дает. Дело в том, что персональное обращение к человеку вызывает больше доверия. Восприятие человека как личности дает неоценимый эффект. Развитие интернет-технологий постоянно усиливает конкуренцию, ускоряя стандартизацию продуктов и услуг. Поэтому, чтобы желаемый уровень доходности сохранить и не конкурировать только по цене, современным компаниям крайне важно использовать подходы, которые позволят свои продукты и услуги персонализировать. Какие существуют стратегии персонализации? Их можно разделить на два типа – на продуктовые и клиентоориентированные. На что нацелены продуктовые стратегии? Они нацелены на развитие потребительских свойств. Клиентоориентированные же стратегии базируются на развитии отношений с каждым конкретным клиентом и предоставлении клиенту уровня обслуживания, подходящего именно ему. На что влияет стратегия персонализации? Она влияет на выбор программ лояльности. Какие программы лояльности существуют? Их две – эмоциональная и функциональная. Что значит функциональная лояльность? Она определяется действиями клиента. Какими действиями? Если клиент совершает покупки, то считается, что функционально он компании лоялен, хотя качество предоставляемых услуг человека может не устраивать. Эмоциональная же лояльность всегда связана с позитивным восприятием бренда компании. Людям нравится компания, ее продукт и сервис, поэтому человек этой компании отдает предпочтение, несмотря на то, что конкуренты предлагают аналогичный продукт за шапку сухарей. Какой тут можно сделать вывод? В современных компаниях программы лояльности должны учитывать развитие как функциональной, так и эмоциональной лояльности. Обе составляющие одинаково важны. Почему? Потому что без эмоциональной лояльности компания рискует растерять своих клиентов. Но одна лишь эмоциональная лояльность дохода не принесет. Также клиентоориентированный подход требует расширенной информации о клиенте, продвинутого маркетингового инструментария, позволяющего проводить многоканальные и многоуровневые рекламные кампании, а также гибкие механизмы сегментации клиентов. В чем заключается ограничение? Дело в том, что автоматизация программ лояльности в клиентоориентированной компании возможна лишь в рамках полноценной интеграции отдела маркетинга и продажников с CRM-системой. Когда компании нужна CRM? Когда возникает критическая масса продавцов, клиентов и денежного потока. CRM – это не то, что должно автоматизировать деятельность компании.
Это то, что ее деятельность должно изменить. Технология CRM по дефолту нацелена облегчать, систематизировать и оптимизировать деятельность компании. Но что, если что-то пойдет не так? В этом случае важно научиться CRM-системой правильно пользоваться. Что тут сложного? На первый взгляд ничего. Но если копнуть глубже, можно определить несколько типичных ошибок, которые эффективность технологии CRM снижают и даже процесс работы останавливают. CRM – это всего лишь программа, но иногда возникает риск, когда без этой программы компания в нормальном режиме не может работать физически. Почему так происходит? Дело в том, что программ со стопроцентной надежностью не существует. И у CRM, как у любой другой программы, такие точки отказа и есть. Вероятность их мала, но если взять надежность, например, 99%, то в году у нас 365 дней. И если программа будет работать хорошо на 99% и на 1% работать не будет, то за год это получается 3,5 дня. Поэтому все разработчики ведут борьбу, сколько после запятой будет девяток. Важно ответить себе на вопрос, что мы будем делать, если CRM работать не будет. Сколько необходимо времени на восстановление после критического сбоя. В зависимости от того, какое время для компании допустимо, это регламентируется в соглашении SLA. Что такое SLA? Это гарантия устранения ошибки в фиксированное время. Например, для нашего бизнеса 2 часа без CRM – это критично. Поэтому в договоре мы прописываем пункт, который гарантирует нам, что в течение 2 часов наша проблема будет устранена. В противном случае нам возмещают убытки, в том числе и упущенную прибыль. Какая вторая ошибка? Когда CRM должным образом не внедрена. Как это происходит? У людей всегда возникает соблазн свое время оптимизировать. Поэтому, если очевидно, что отношения с клиентом не складывается, желание клиента в CRM не вносить возрастает. Другими словами, не учитывать в CRM неудачные сделки. Чем это чревато? По сути, мы режем сок, на котором сидим, потому что не понимаем, какое у нас было количество потенциальных клиентов и какова конверсия из потенциальных клиентов в нереализованных. Дело в том, что если мы не используем CRM для того, чтобы учитывать неудачные сделки, мы не видим огромный кусок нашей воронки. И у нас не появляется маячка, если на каком-то этапе что-то идет в не туда. Третья ошибка, когда менеджеры работают в CRM под одним аккаунтом. В чем заключается проблема? Это делает невозможным сбор статистики в разрезе по менеджерам. Дело в том, что если руководителю, как работают менеджеры, наплевать, о порядке в отделе продаж можно забыть. Четвертая ошибка – это отсутствие контроля за правильным использованием CRM. Что под правильным использованием подразумевается? Это означает, что все пользователи, имеющие одинаковую роль, используют CRM одинаковым способом. В чем заключается смысл такой технологии, как CRM? Он заключается в том, чтобы привлечь и сохранить клиента с минимальными затратами, шлифуя при этом именно те бизнес-процессы, которые для клиента наиболее критичны. В современных реалиях жесткая конкуренция заставляет многие компании задуматься о внедрении CRM, на что при выборе и внедрении CRM следует обратить пристальное внимание. Первая цель данного проекта – не только автоматизация документооборота и бизнес-процессов компании, но и их модернизация. Второе – повышение управляемости бизнеса и прибыли компании, увеличение числа клиентов по всем каналам их привлечения, что является одним из главных составляющих интеллектуального труда компании. Это маркетинг и продажи. Но это не значит, что автоматизация лишь одной системы сбыта взмахом волшебной палочки решит все проблемы. Главное, что требуется для эффективной работы – это создание профессиональной команды, а также создание для этой команды вменяемых условий работы, позволяющих людям получать максимальную отдачу от реализации их потенциала. Таким образом, CRM-технология – это метод работы, объединенный единой логикой и оперирующий единым информационным пространством, использование которого позволяет компании сформировать у клиентов приверженность. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому тем, кто намерен применить технологию CRM, хочу пожелать позитивных перемен от внедрения в свою компанию самого полезного и благородного, что может быть. А также желаю продолжать свое профессиональное развитие и самосовершенствование. Берегите себя, берегите свое сердце и душу свою берегите. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!